Приветствуем наших подписчиков и гостей канала Эзотерика для тебя, друзья! Мы вас всех приветствуем в изобилии и достатке. Сегодня в этом видео мы уделим внимание денежному коду, поговорим о пользе денежного кода, поговорим о том, как правильно рассчитать этот денежный код, чтобы он был точно ваш, потому что этот денежный код будет вашим магнитом для привлечения денег. Также поговорим о том, как правильно рассчитать и для чего он нужен. Поделимся с вами очень мощной и сильной практикой. Далее более подробно в этом видео. А прямо сейчас подпишитесь на канал Эзотерика для тебя, ставьте лайк этому видео и обязательно поделитесь этим видео с теми, кого вы любите, кого вы цените, кому вы желаете мира, любви, гармонии. Пусть они также знают об этой важной и ценной информации. Вам, наверное, приходилось слышать о том, что существует некий денежный код, который может помочь вам с привлечением в жизнь постоянного денежного потока. И вы сможете легко отдать долги, вы позволите себе накапливать деньги для нормальной жизни. Что же это такое на самом деле? И действительно, так ли обстоят дела, и что рассчитать вы можете этот денежный код, и тем самым, используя его правильно, вы можете привлечь материальные блага. Вы знаете, вы можете изменить свой денежный поток в лучшую сторону, зная свой денежный код, который представляет собой взаимосвязь чисел, которые как магнит могут привлечь в вашу жизнь финансовый успех, благополучие, изобилие. И он получается путем несложного арифметического расчета. В дате вашего дня рождения, в вашем имени и даже в номере телефона, в адресе, по которому вы проживаете, и в паспортных данных есть цифры, которые оказывают определенное влияние на вас. Кто-то не знает недостатка в деньгах, а кому-то нужно уж очень сильно постараться, чтобы достичь определенных финансовых успехов, так как это связано с цифрами, среди которых одни притягивают деньги, есть цифры нейтральные, а которые есть вообще никак не привлекают. И существует два вида чисел. Это денежные и неденежные цифры. И благоприятное влияние на вас оказывают такие цифры. Число 3, вы знаете, это признак того, что ваши любые финансовые действия всегда будут заканчиваться успехом. Далее цифра 6. Цифра 6 способствует тому, что ваша прибыль увеличивается и вы не перенесете никаких финансовых потерь. Далее цифра 8. И цифра 8 мы неоднократно говорили в наших предыдущих видео и делились всевозможными практиками. Вообще это замечательная цифра, это символ бесконечности. И цифра это способствует богатству и процветанию. И вообще, любые сочетания этих чисел говорят о том, что у вас с деньгами все хорошо или все будет хорошо. Например, 83. 86, 88. И чем чаще в вашей жизни будут появляться эти цифры, а это может быть и номера купюр, это могут быть монеты, это может быть адрес вашего дома, год рождения, номер телефона и так далее, то знаете, тем и у вас удачнее все будет складываться. Цифра 4 и 5, запомните, это нейтральные числа. Они не несут в себе негатив, но если они встречаются с денежными цифрами, то успех в финансовой сфере вам гарантирован. Единица – это число негативное, и, к сожалению, оно может отталкивать деньги от вас. Денежный код прежде всего заложен в вашей дате рождения. Если вы его рассчитаете сами, то сможете использовать для того, чтобы улучшить свою жизнь. С помощью этого денежного кода вы сможете получить работу с высоким заработком.
Зная свой денежный код, какие цифры в него входят, вы сможете преодолеть любые трудности, сможете понимать, что ждет вас в будущем, ждут ваши финансовые дела. Вы будете понимать, как приумножить деньги. Вы научитесь управлять вашими денежными потоками, избегая долгов и кредитов. Вы сможете обрести возможность увеличить свои доходы. Также вы сможете и избежать бессмысленных трат. Однако сам по себе денежный код не исправит ваше финансовое положение, если вы не преодолеете такие факторы, как не будете работать в свое удовольствие. Вы будете думать постоянно о том, что работа – это тяжелый труд, это каторга. И вы не будете повышать свой профессионализм. Вы будете испытывать страх перед работой. Вы будете бояться появления в вашей жизни больших денег. Вы будете уверять себя в том, что не счастье в деньгах. И тем самым вы будете отказываться от предложенной высокооплачиваемой работы. Если вы будете тратить деньги необдуманно, вы будете скупыми, неумело будете обращаться с деньгами. Ну а если вы избавитесь от этого негатива в своей жизни, приведете в порядок ваши мысли, вы сосредоточитесь на привлечении денежных потоков в свою жизнь, то денежный код обязательно поможет пробить этот финансовый потолок, и у вас пойдет новый поток, и вы будете работать магнитом для привлечения все новых и новых денег. Конечно, вы прямо сейчас спросите, а как же рассчитать денежный код? Все очень просто. Возьмите сейчас ручку, листок бумажки, чтобы вы понимали на нашем примере, ну а у каждого будет денежный код свой, вы понимали, как его рассчитать. И далее мы поговорим, как его нужно использовать. Итак, как же его рассчитать? Первым делом запишите на листке бумаги ваш день рождения. Например, 25 января 1951 года. Итак, первая цифра нашего денежного кода – это цифра дня нашего рождения. В нашем случае 25 января. Помним, что все числа приводим к однозначному числу. Итак, 2 плюс 5 получается 7. Итак, первая цифра нашего денежного кода – цифра 7. Вторая цифра денежного кода – это месяц дня рождения. В нашем случае это будет 1 января. 0 плюс 1 равно единичка. То есть вторая цифра – это у нас цифра 1. Третья цифра нашего денежного кода, вам нужно сложить все цифры нашего года рождения. У нас 1951 год. То есть 1 плюс 9 плюс 5 плюс 1 – математическим путем складываем, у нас получается 16. И эту цифру нужно довести до простой цифры. 1 плюс 6 получается 7. Далее, это была третья цифра нашего денежного кода. Далее, вам нужно последовательно сложить все цифры, полученные выше. То есть 7 плюс 1 и плюс 7. У нас получается циферка 15. Теперь нужно создать комбинацию из полученных цифр. Помним 7, 1, 7 и последовательно последняя математическая, мы ее не складываем от 1 до 9, то есть что получается, то получается. И в нашем случае, еще раз, получилось 7, 1, 7, 1, 5. То есть в нашем случае 5 цифр. Это и будет наш денежный финансовый код. Вот его нужно запомнить и использовать в своей жизни. Он один раз и на всю жизнь. Теперь давайте поговорим о том, как же его использовать. Итак, возьмите новенькую купюру и нанесите на нее ваш код. Далее эту купюру положите в свой кошелек. Пусть эта купюра станет для вас неразменной купюрой и всегда будет при вас. Тратить ее не нужно. Также возьмите белый лист бумаги, запишите ваш код и положите рядом с деньгами, которые хранятся как сбережения у вас.
Также вы можете сделать и свой личный талисман. Для этого вы можете взять небольшой кусочек красной ткани, сшить этот мешочек, вложить в него лавровый лист, на котором пропишите свой денежный код. И носите его с собой, и, пожалуйста, только никому не показывайте, никому не рассказывайте об этом. Также повторяйте свой денежный код перед любой финансовой операцией или ситуацией. Например, будь то перемены в работе, покупка какой-то дорогой вещички, предмета, какая-то сделка, подписание контракта и так далее. Вы должны запомнить, что ваш денежный код, он ваш. И не нужно рассказывать посторонним о его существовании. И ни в коем случае озвучивать его вслух. Эта комбинация цифр должна работать только на вас, обеспечивая вам финансовую стабильность. Используйте эти цифры ежедневно, не переставая при этом заниматься своими делами. И вам это все вместе в совокупности будет приносить и радость, и успех, изобилие и богатство. Обязательно пробуйте, и у вас обязательно все получится. С вами, как всегда, был канал Эзотерика для тебя. Друзья, подписывайтесь, ставьте лайки, и мы с вами услышимся уже в следующем видео.